как говорится, пошла тепленькая. Опять начинается, да? Соболезную. Но у меня уже начинает подпекать. О, товарищ майор! Ну вы просто amazing! Ты кто? Я продюсер, если что. Я рекомендую защитить кому-нибудь докторскую диссертацию на эту тему. Не дождемся. Помогите, Лёлик! Чё там? Спокойствие, малыш, только спокойствие. Ну, ладно. Как говорится, поехали. Здравствуй, мой случайный зритель. Или не случайный. Сегодня мы посмотрим продолжение. И поэтому все так произошло. Сегодня мы посмотрим с тобой продолжение чудесной истории. Истории, которая, я так понимаю, она набирает обороты. 1,3 миллиона просмотров у Артема за 2 дня набрался ролик и 11 тысяч комментариев. Вы мне в hard.inst весь директ просто уничтожили. Алексей, вы не смотрите, вы обязаны посмотреть. Я, конечно, долго сопротивлялся, на самом деле просто не было времени, потому что турнир был. Но сегодня я решил ворваться. С вами Hardplay. Сразу говорю, в 4-й серии придет красивый, молодой и в меру упитанный мужчина. То есть, кто? Правильно, Джордж Клуни. Но сегодня мы смотрим 3-ю серию. Артем пошел дальше. Он стал разбивать теперь на 4 серии. Я бы на самом деле эту историю разбил на 8, потому что есть на что посмотреть. Итак, Артем Вульф. Мент фальсифицирует документы и быкует. Приехала крыша магазина, беспредел и превышение полномочий. Я говорю, голливудский фильм, не перестану повторять. Молодец. Ссылочку на Артемку оставлю внизу в описании. Ну, как говорится... Пошла тепленькая. А не забудь подписаться. С Артемкой еще пойдем. Да, плюс 500 подписок, я так думаю, на канал, да, с колокольчиком. Мы с ним еще. Да, могу, да, могу. Уже, кстати, вам небольшой инсайт. Уже у нас запланирован рейд. Не буду говорить, в какой день. Да, те, кто на телегу Hard Insight подписаны, будут знать первыми. А мы начинаем. Привет, друг! Любишь смотреть Hardplay? Тогда делай это не только с удовольствием, но и с профитом. Для этого вводи промокод HARD25 и получай 25% к депозиту и бесплатное колесо фортуны, в котором ты можешь получить до $30 бесплатно. Пока ты думаешь, другие уже поднимают топовые скины. Встретимся на CSGO Run по ссылке в описании. Что у нас снимать? Мы красивые. Можно я ничего не буду говорить? Опять начинается, да? Я чесаться опять начал. Я говорю, меня когда-нибудь в дурку упекут. А где эти? Они откуда? С Майами? Че откуда? Я просто не в курсе, где снимался ролик. Вроде Мытищи, королевские. Назывался тогда. Я просто не вижу этого кругляшка. У одного кругляшка не вижу, у второго не вижу. Головного от этого, да, в центре с этой, со штучкой тоже не вижу. И у одного, и у второго. Один майор, второй капитан. Ну, ладно. Как говорится, поехали. И все. Согласен. Видите, как мы стильные, побритые, вот, поглаженные. Мне улыбнуться? Я не хочу ничего. Я хочу тишины, спокойствия и просто умиротворения. Я не хочу ничего говорить. Я не могу. На меня он обидится, на меня, если сейчас я начну. Но у меня уже начинает подпекать. Я могу, как старший участковый. Старший участковый? Соболезную. Что здесь происходит, рассказывай. Смотри, кто в армии служил, да, или служит в правоохранительных органах, сейчас оценит ситуацию. Обратите, пожалуйста, внимание, всегда, когда искрометная шутка летит от руководства, да, или старшего по званию, всегда младший по званию, он эту искрометную шутку очень... Я могу, Смотри. как старший участковый. Смотри, разрывная просто. Что Смотри. здесь происходит, рассказывай. Ой, товарищ майор, вы просто amazing, вы просто crazy. Может, представимся? Нет, так просто, знаешь. Ну, как бы, мы вроде на службе. Тебя как в этом, как, смех в панораме. Может, представимся людям? Да нахер, ну давай, поехали дальше, да. Рассказывайте. Не я вызывал. Кто вызвал? Неважно, что здесь происходит. Сережа, Борис неважно. Начинает нагнетать. Вот вы здесь что делаете? Я
Вы вызвали? Расскажите свою историю. У вас претензии какие-то ко мне или что? Ну, какие претензии ко мне конкретно? Вы же вызывали, не я вызывал-то. Так, давайте, благо не в суть. Я тебе бланк объяснения даю. Одну сторону опрашиваешь, я вторую. Ты кто? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? Человек и пароход, либо все-таки вы представитесь? Угу. Не дождемся. Ну, потому что помимо этого есть чем Как я пропустил этот аттракцион? Как? Скажи мне, господи, где? Как? Что? Чем я тогда был занят? Я не помню. То ли какие-то у нас съемки были. Почему я попал на самый финал? Почему весь этот божественный контент я пропустил? Как это произошло? заняться. Не, ну может они не хотят ничего говорить. Ну, как не хотят говорить. Ну, к нам есть какие-то претензии сейчас или нет? Да, вот Какая при мне, претензия? вот девушка свидетель. Он при мне открыл упаковку. Сказала, она плохо пахнет. Печенье плохо пахнет. Он не будет это покупать. Напиток открывает прямо вот так при мне, пробует. Говорит, он плохой, я не буду его покупать. И оплачивать. Я оплачивать не буду. Откуда звук? Напоминаю, что все сотрудники магазина уже в курсе, что товар просрочен. Конечно. Просто никто не называет вещи своими именами, и все делают вид, что не понимают, что происходит, почему мне не нравится товар. Хотя в предыдущей серии директор магазина Оксана специально намеренно мяла товар в моей корзине, когда я отвлекся. Мне сказали, что вы товар не мяли, Я помяла товар специально. чтобы потом меня подставить. Там еще, если что, и на видео заснято, как она мяла. Да, рука такая. Ручища. С красными ногтями. Все, как я люблю. И отвлечь внимание полиции от просрочки в ее магазине. Это Так вот все и было, да? девушка свидетель, да. А вот девушка Да. стояла Я прямо вот свидетель, здесь. я вот этот... Не уроки учи. Мы, кстати, небольшую порцию популярности дали. Да, мне ответили в личку. Поздоровались, улыбнулись. Осталось буквально несколько дней до переезда в новую студию. Там подключится у нас вся наша машина популярность. Я продюсер, если что. Вы не так подумали, да. Я могу популярность эту максимально развить. Заметьте, бесплатно. То есть я вуайерист, пацифист, анонист, как он? Ну, который, короче, деньги не нужны, да. Деньги, ребята, это не проблема. Да. Называйте меня рейд-машина. Так, тихо. Нет, Молодой человек. Так, с вас кто с кого человек, объяснение меня брать? Кто? А? Вот такими же глазами я бы стоял, вот, честное слово. И стоит. Так, вы можете представить, кто вы? Вот. Я ж зашел, представился. Андрей Викторович цепил, старший участковый. Что нас снимать? Мы красивые все. Значка не вижу. Значок для охраны общественного порядка нужен. Ты опять начинаешь, да? Это все-таки на это звание, оно распространяется, да, это зараза. Все-таки это это вирус какой-то. Я рекомендую защитить кому-нибудь докторскую диссертацию на эту тему. Кто в институтах учится, можно защититься, потому что проникает. Не хочу. Зайду, представлюсь. Буду себя вести как... Давай возьмем головной убор. Нет, не надо. Нет, надо. Не надо. Да, вот на эту тему вот можно защититься, да. Нет, принесение в общественных местах службы. Для охраны общественного порядка. Статья 25 Закона о полиции. Для охраны. Принесение в общественных местах. Для охраны общественного порядка. Принесение в общественных местах. Ваши документы, вот мое Сейчас. удостоверение. Майор полиции Зацепилов Андрей Викторович до 3 августа, действующая. Спокойствие, малыш, только спокойствие. Не надо ничего говорить, не надо, потому что я уже не могу. Идет 2-я минута, ну, по-нашему 10-я. Как бы, да, X5 всегда время, вы знаете, на этом канале, но я не могу. У меня сейчас начнется. Расплескалась, да, дорогая. Да, 23 года. Документы ваши. Основание? Документы ваши. Предъявлю, конечно, основание назовите. Зачем Основание статьи основание? 13. Основание статьи 13. Зачем На основании мне статьи 13. А зачем основание? Вы не по закону служите? Вы что, мне А что, что-то смешное кто-то сказал?
или просто, ну, что-то с психикой. Я, если что, никакого негатива не воспринимаю, я просто смотрю, человек смеется, стоит, он вроде никто шутки не говорил, вроде ни на спектакле ни на каком. Да, странно. Здесь решили устроить школу, что ли? Я вам должен Нет, школу не мы обычно устраиваем, мы обычные блогеры. Там, когда, вот, я помню, да, момент, был, значит, случай один. Значит, когда мы вот к этим вот арам, да, помните, да, ворвались, да, там вот это вот все вот это вот завертелось, закрутилось, там вот так же вот умничали. Там тоже это юморист один вышел, помните, который снимать нельзя, ничего нельзя, у-тю-тю-тю-тю. Да, а потом, пришли, так скажем, обучающий персонал, да. В результате чего человек один уволен, второй под следствием, а третьему насос, да, неполное служебное прилетело, да. Вот они вот как-то вот общий язык нашли, да, как-то, знаете, обучение сразу прошло просто на феноменальном уровне. Я просто к чему? Может, все-таки стоит по-человечески и по службе все-таки, да, служить? Нет? Ну да ладно. отвечать на вопросы ваши. Документы ваши предъявите. Основания для проверки документов имеются? Конечно. Какое? Вызов. Целый вызов. На меня. Я обязан установить личность вашу, второй стороны. Вы обманываете. Ну, в чем обман? Имеются данные, дающие Я основания еще раз подозревать говорю, меня в совершении Я не преступления. собираюсь здесь ликбез какой-то проходить. Документы ваши покажите. Основания назовите. Я сейчас вас в отдел доставлю, буду... Молодец. Я сейчас в отдел доставлю. Потом до дома довезешь. Чего ты? Прекрати, не надо пенить. Завязывай с этим. Смотрите, документы у меня имеются. Я показал ему, что у меня имеются при себе документы, чтобы у него не было законных оснований для доставления и задержания. Ведь даже если он будет вменять мне административную статью, установить личность он может на месте. И даже если бы он начал вменять мне административную статью порча имущества, это не арестная статья. Вот предъявляйте документы. Основания. Я с вас буду брать объяснение. Вы Еще раз говорю. пользуясь своими должностными полномочиями, Еще требуете раз мне документы, говорю, верно? Я не собираюсь ликбез проводить. Вы, пользуясь должностными полномочиями, слышите, требуете что я документы. Ну, вообще, мне Леха, друг, да, в этом. Там есть KFC 3 буквы, да, а есть 2 буквы. Там что-то КС или как-то, не помню сокращение. Он мне, значит, как сказал? Он говорит, вроде как ребята должны каждое свое требование подтверждать чем-либо. Ну, это так положено просто, да, там, ну, так сложилось, да, там, закон, там, это о действиях, там, полиция, да, вот, он должен сказать, я хочу проверить предоставьте ваши документы, согласно статье такой-то, ну, и так, да, то есть вопросов сразу не будет, но начинается пена, да. Ликбез, не собираюсь с вами заниматься ликбезом, уважаемый. Вы требуете у меня Я показать 25 документы. лет отслужил. А ты служил? Не служил? Не мужик. Поехали дальше. Основания не знаете до сих пор. Молодец. Слышите? Я еще раз говорю, я не Что? Что-то новенькое. собираюсь экзамен вам здесь сдавать. Непонятно? Вы, Документы. гражданину, предъявите основания для проверки документов или нет? Еще раз же, документы предъявите, с вас объяснение буду брать. Я заявление сейчас буду подавать еще. И ликбезом заниматься будете в другом месте, каком? ясно? Не ясно. Шапка где? А? Я без шапки не разговариваю. Все, не хочу с тобой разговаривать без шапки. Иди за шапкой. В другом. Все, Не я не хочу, я обиделся. в этом, не со мной. Я еще заявление вам сейчас буду подавать. В легкую. Примите. Давайте. Я говорю, давайте мы время тратим, и наши, и ваши. Тут это тоже что-то стоит, смеется. Что-то, видать, какая-то острая шутка идет. Очень жесткая, да. Ну, либо очень сильно майора тоже хочет получить, когда этот получит полковника. Да, или подполковника, или ничего же он не получит. Не знаю, там, как сложится. Принимайте устное заявление. Протокол принятия устного заявления. Давайте. Я напоминаю, это старший участковый. Говорят, протокол принятия устного заявления. Можно, пожалуйста? Поехали. Только не подведите, пожалуйста, меня, товарищ майор. Поехали. Документ. Я вот Уже- сейчас за неповиновение в отдел доставлю. Вы говорите 19.30 у тебя будет, если я не предъявлю документы. Держите, все. Вы угрожаете мне 19.3, пожалуйста. В таких случаях всегда лучше предъявить Молодец. документы, даже если требование В легкую. незаконно, а уже потом обжаловать действия Поехали. сотрудника и пытаться привлечь его. Так как отстаивать свои права гораздо удобнее из дома, нежели из камеры Нежели, да, с бутылки. Все правильно, все правильно. в ожидании суда. Вы пользуетесь из моих рук можно? Не видно. То,
тоже что-то смеется, что-то все смеются, что все смеются. Интересно, сейчас смеются или нет? Да. Смотрите. Я говорю, не видно. А вы паспорт Вот вам показать надо, могу. Не надо, в обложке надо. Откуда звук? А? Это кто? То ли капитан, то ли кто-то форму украл в военторге и нацепил погоны капитана. Не понимаю. Не представился, без шапки, не буду разговаривать с таким. Вы мне не нравится он мне. Смешной такой юморист, молодец. В развернутом виде и Вот, обложку. в развернутом я вам показываю. Обложку снимите. Паспорт должен быть, а не просто. Вам обложка не нужна. Вы пользуетесь должны Так, уважаемые, и полномочиями. ваши тоже документы. Уважаемый, я не могу, я в каждой серии это говорю. Милейший, светлейший. Осталось на карданы сесть и этих семок накидать, чисто поклевать. Ну а что? Вообще товарищ там вроде как. Предъявите, все в отдел поедем. А, так все-таки в отдел поедем. Конечно, обязательно. А какой, кстати? Я вам все там расскажу. Он еще не знает, он еще не придумал, но он обязательно все у него получится. Вас сейчас слушать, с какой стати? Кто вы? Кто? Кто я? Ой, бля. Мытищи, пацаны, кто там служит или работает, я хер его знает, кто меня будет смотреть. Слушай, у вас забавный этот, молодец, прям мочит шутка за шуткой, молодец. Гражданин. Я обычный покупатель. Я представился. Вы представьтесь. Анастасия. Фамилия, имя, отчество. Романова. Число, месяц, год Этого рождения. достаточно. Да? Правда? На всеуслышание личные данные спрашиваем. Нормально. Ну, почему бы и нет. Недостаточно. Потому что объяснение тоже с вас буду брать. На них нет заявления, чтобы объяснение. А что я сделала? Я Вы еще знаете, раз что для говорю, установления личности должны быть балаган основания? здесь устраивать не надо. Вы знаете, что для Балаган, Интересно, а есть какие-нибудь основания? Личная инициатива, я так думаю, да. конечно. Я не позволю вам это делать. Я прошу вас вызвать ответственного. У нас конфликтная ситуация с полицейским. Чего? Чего? Опять смеется. Хорошо, хоть нахер не послал, то ладно. Конфликтная ситуация с полицейским. Весело. И Прошу вас вызвать ответственного. Ответственно? Да, ответственного. Да ответственного, твою мать, ответственного! В уши долбишься или чё? Понацепили формы? А? Кого? Чего? Чё, со слухом плохо? На медкомиссию. С людьми работаешь. Старший участковый, ответственный от отдела. Да-да, вы все правильно поняли. Это и есть ответственный. Господи, спаси и сохрани. Поэтому он так засмеялся, когда я попросил вызвать ответственного. Я вас прошу вызвать. У меня нет полномочий вызвать ответственного. Я Правда? Правда, честно? У вас у кого рации, связи нет? У кого полномочий нет? Вы нахера вообще форму одеваете и на работу приходите? В конкретно вашем случае это не служба, это работа. вас прошу, у меня конфликтная ситуация с полицейским. И что? У меня нет вызвать. И что? И чё? И где? Ох, У тебя есть номер дежурной части? Так, здесь у нас получается какое сохранение помещения? Дом 13, помещение 1. Помещение 1, да? А то экзамен тут у меня принимать. откуда звук, я не пойму? Спрашиваю. Да, потому что вы должны слушать Погашивают. закон, а не по понятиям. Конечно. А вы для Конечно. проверки для чего не можете назвать основания. Какой, что за это, что это за разговоры? Ты представляешь, как он без камеры общается, вот этот персонаж? Ты представляешь, как второй юморист без камеры общается? Это Я ужасно. не буду называть. А, просто хочу, потому что, да? Потому что хотите. Потому что можете. могу. Потому что могу, потому что хочу. И вот так вот вообще и все. А, потому что могу. У вас так служится, да? Конечно. Потому что могу. 4-й отдел полиции, дежурная часть, слушаю вас. Здравствуйте. Вызывали сотрудников полиции в магазин «Смайл». А приехали два оборотня. Без головных уборов и без значков. Кто такие, не понимаю. Второй до сих пор не представился. Помогите! Лёлик! А? Объясни. Да, помним. У нас конфликтная ситуация с полицейским. Еще раз. Но он угрожает. Чё там? Да ничего. Так чисто зрамсились, что-то не знаю. Семки отказывается. Доставлением в отдел, говорит, документы он проверяет, потому что может. Не по закону, а потому что может он. Ведет себя агрессивно, вызывающе, по моему мнению. Машет руками, высказывает нецензурные слова. Что говорите? Полицейским агрессивная ситуация возникла. Полицейский агрессивно себя ведет, да. Вот вы его провоцируете?
Еще один, кто очень сильно хочет новое звание получить. Или должность. Это точно 112? Это точно вообще я туда позвонил, нет? Или в бордель? Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну а в чем проблема? Документы для проверки. Говорит, сейчас в отдел поедем, заявление, не знаю, примет он меня или нет. Я просил заявление принять, он не принимает, объяснение пока пишет. Вы же знаете, что есть основания для проверки? Все верно. Документы ваши нужны в любом случае. Чтобы заявление написать. Он же должен удостоверить. Этот думает, мой мальчик, молодец. Молодец, правильно учили, молодец. А он просто требует, потому что он говорит, я могу. Основания не буду говорить. Не, ну, конечно, ответственный, прикинь, поехал. Что он скажет, что, конечно, сейчас, конечно, он скажет, что ты же, да мы же, да ты же, да мы же. Королевские, да, горловые мытищи, поехали. Вы снимаете, здесь тоже видеонаблюдение есть, правильно? Вам дежурная часть зачем нужна? А я есть не где понимаю. присесть у вас? Мне нужен ответственный суда на место. У нас конфликтная ситуация с полицейским. Еще одного полицейского прислать туда. Что и все. У нас конфликтная ситуация с ним. Ответственного. Да. У нас все полицейские ответственные, знаете как? Чего? Что-то новенькое, подожди. Ответственного. Да. Вам вызвать ответственного? У нас все полицейские ответственные, знаете как? Если ситуация. Все полицейские ответственные? Там как-то в мытищах по-другому служба несется? Жесть. Я думаю, что с большой такой яркой интересно будет посмотреть. Я думаю, он уже посмотрел. Вот такая большая, уважаемый мной человек. Вот такая смотрит на все мои ролики. Молодец, говорит. Он мне сказал, если что, на ты к нему обращаться. Да, вот такая вот плямба одна. Говорит, молодец сразу, алло. Ой, не могу, да. Ну, старые закалки люди, ну, уважаемые, да. Почему-то склеивать. Ну, слушайте, когда у меня просто полицейский требует документы, просто потому что он так может сделать, Проблема-то, он может потребовать документы. так для этого есть основания. Вы закон о полиции читали? Ну, прочитайте сначала закон о полиции. Статья 13. Если имеются данные, дающие основания подозревать в совершении преступления, полагать, что человек находится в розыске, либо имеется, если повод, к возбуждению дела об административном правонарушении. Ну и скажите, почему он не может у вас документы для проверки? Так там нет такого основания. Проверка документов, потому что он так может, потому что он так хочет. А как выглядит основание для проверки? А у вас есть харум-амбурум? Все говорят, купи слона, а ты купи слона. Тебе только что сказали. Я говорю еще раз, если имеются данные, дающие основания подозревать в совершении преступления, полагаешь, что человек находится в розыске, либо если имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении. Ну еще раз, полицейский может попросить документ, чтобы удостоверить, что вы не находитесь в розыске, допустим? У него должны быть данные, дающие основания подозревать, что я нахожусь в розыске. То есть это разговор обо всем и ни о чем. Можете Это точно дежурка. Вы совсем там сумасшедшие? Что происходит? Ребят, ну правда, ну уже, вы чего там устроили-то? Ну ладно, эти пенные приезжают. Но в дежурке, должен сидеть хоть один адекватный человек. Ну хоть кто-то, хоть немножко он что-то знает, хоть какой-то закон. ответственного суда на место вызвать. У нас конфликтная ситуация, еще раз говорю. Сумасшедшим позвонить. Да, конечно. Так, номер телефона ваш. Отказался сообщить. Место работы должность. 51 статья. Место работы должность. 51 51 статья. статья. Молодец. Зачем объяснение? Да, очень важно знать место работы и должность. Да, сразу повлияет на объяснение. Молодец. Зачем объяснение? Давайте, 51 статья. Так вы мне его принимаете. Ну понятно, вы сказали, по 51 статье расписываетесь тогда, что отказываетесь от отдачи объяснения. Так я заявление хочу сначала подать, я же говорю. Я же сказал, я заявление хочу подать. Потом объяснение более Да. подробно все изложу в объяснении. О чем ты? О приобретении просроченного товара. Ну давайте. Так я и хочу вам подать его. Давайте. Так давайте я вам подам. Я с этого и начал, что я хочу подать заявление. Я еще заявление вам сейчас буду подавать. В легкую. Да вы начали с ерундовых расспросов, вопросов. Ерундовое это закон. Вы слушайте по закону. Экзамен у меня Это не ерундовое. уважаемый. Это закон, понимаете? Работали, ничего. Я очень надеюсь всеми фибрами своей души, что его уволили с позором оттуда. У меня других слов нет, извините. Это уже, просто уже масштаб, он зашкаливающий просто.
Он просто он неадекватный масштаб. Я, в принципе, когда выйдет 4-я серия, не удивлен, давайте так, без спойлеров, развязки событий в 4-й серии. Вы увидите, что произошло в 4-й серии. Я очень прошу вспомнить 3-ю. То есть, если руководство такое, да, и такое у них происходит, то что произошло в 4-й серии, там, где я уже был, я думаю, что, вопросы тогда у меня иссякают, в принципе. Почему там тогда такое было? Я ни в коем случае. Вы служите народу. Я еще раз, вы ничего не попутали? Вы служите народу, гражданам. Нет, экзамен решили принять. Что разговор полицейский попутали? Да вот такой, это вы попутали, уважаемый. Обычный вопрос основания для проверки документов. Я еще раз говорю. Вы, пользуясь недолжностными полномочиями, превышаете их, я считаю. МВД. Я не собираюсь... Слушай, это институт МВД, я не собираюсь. Можно русский язык просто выучить. Очень помогает, если служишь здесь. Слушайте, вы меня простите, пожалуйста. Я просто обязан сделать звонок Артему, хоть и уже и позднее, ультра позднее время, да. Но здесь у меня назрел один очень простой вопрос. Я никогда такого не делал, но здесь что-то прям перебор. Я прошу прощения. Время, конечно, 11:30. Нельзя во столько звонить. Сейчас инсайды пойдут. Если меня нахер не пошлют за такие звонки. А? Мне кажется, он отдыхает. Я обязательно у него спрошу, он еще служит, этот человек, или нет. Если у кого-то есть информация по поводу, как минимум, вот этого товарища, очень хочу послушать. Есть граждане, которым вы служите. Я Да, буду хочу удивлен, подать что он еще не заявление. уволен. Пишите, сейчас вам бланк дам. Давайте сюда. Мне этого неудобно, я не могу туда зайти. Так я вам дам сейчас бланк, будете писать. Так я устно хочу подать заявление. Протокол принятия устного заявления. У меня нет такого бланка. В соответствии с 41 статьей ПК. Дежурный, ответственный, старший участковый, у меня нет бланка. Я еще раз говорю, нет такого бланка. Пусто- Есть заявление. Пустой листик, значит. Пишите. Езжай, значит, в отдел, бери бланк, приезжай, что-нибудь сделай уже. Ты на службу как заступаешь? Ой, прошу прощения, на работу. С моих слов. Я буду писать. Так устное заявление. Заявление. Я буду писать? То есть он не только не знает законов, он ни разу, если он так удивлен, мы можем сделать вывод, да, как минимум, что он, скорее всего, даже такие заявления он не писал. То есть у нас недееспособных граждан без рук там, либо с какими-то отклонениями, еще с чем-то, не существует. Правда, да? То есть у нас все умеют писать, и все хорошо. Ну ладно. Заявление пишите, уважаемый. Вы хотите написать заявление. Я вам подать его хочу. Вы отказываетесь принимать заявление? Держите. Устно хочу подать заявление. Держите. Не умею писать, вы отказываетесь принимать? Умеете вы писать? Не умею писать. Неграмотный. Значит, давайте объяснение. Неграмотный, какая разница, неграмотный или грамотный? Протокол принятия устного заявления. Сначала заявление хочу подать. Ну вот уже заявление отказ принимать полицейский. Я еще заявление вам сейчас буду подавать. В легкую. Я хочу вам подать устное заявление. Я вам сказал, что отказываюсь. Примите тогда. Прошу вас принять устное заявление. В отдел, там есть Он, кто изучал психологию, хоть немного, бланки. психологию, там, военную психологию, неважно, он поплыл конкретно. У него нет уверенности ни в разговоре, ни в словах. Он как маленький ребенок прикрывается отделом, что-то думает, что кто-то боится, но это мнение, сложившееся из года в год работы. То есть он уверен, что все скажут: нет, о боже мой, там в отдел. Дальше что? Ну, привезут в отдел. Ну, дальше. Дальше там идет определенная процедура, после которой пойдут просто встречные бумаги, звонок в 112 и так далее и тому подобное. Да, и дальше пойдет расследование внутреннее, что там произошло, что случилось и для чего, кого доставили в отдел. Тем более, если есть видеозапись. Бояться не надо ничего. Приезжали, и никогда мне страшно не было, ни от чего вообще, абсолютно. Специальные бланки, согласно ПК. И на них примут заявление. На месте хочу подать. Имею право на это. Подать на месте преступления возможного заявления. Пожалуйста. Устное заявление хочу подать. Пожалуйста. В соответствии с УПК устно хочу подать. Пожалуйста, почему устно? Я сказал, что бланков здесь нет, отсутствуют они. Пожалуйста. Чья это проблема? Устное хочу подать. Отказываетесь Устное хочу подать. писать? Хочу подать устное заявление. Отказываетесь заявление? Хочу подать устное. Слышали все, да? Видеонаблюдение зафиксировал. Молодцы. Хочу подать заявление, еще раз говорю. Объяснение будем давать или в отдел проследуем? Хочу подать заявление, еще раз Опять про отдел. говорю. Объяснение давать будем? или Заявление хочу подать. Слышите, о чем я говорю? Вы не принимаете заявление? Отказываетесь принять заявление? Я тебе еще раз говорю, вам говорю, да? Тебе? Вот вам бланк заявления при всех. Устное хочу подать. Вы отказываетесь принять устное заявление? Бланка нет. Можете доехать до отдела, можете написать на пустом листочке. У нас, кстати, были моменты в городе Солнечногорск, когда майор сходил за бланками, извинился,
Сказал, извините, я не взял их с собой. По итогу. И написал все согласно закону. Но здесь, видать, в мытищах как-то какой-то сбой идет в программе. Но я думаю, что там уже наладили. Да, это оттуда. Да, там, алло, как говорит, штурвал. Да, провернулся, я так думаю, уже и не раз, и не два. Да. Что-то мне Заявление подсказывает. принять. Я устно Вы прошу также принять. можете написать. А если неграмотный Вы гражданин? умеете писать? Возможно, нет. Как так? Вы Вот так. безграмотный? Какая разница, умею я писать или нет? Для чего вообще эти вопросы? Возможно. А как же вы безграмотный? Я тут с вас буду заявление брать. А если неграмотный человек? А если не ограбили человека, кто не изучал грамоту? Что, все, развернутся, уйдут? Тут это контрольную закупочку хотите сделать. Хотим, мы не хотим сделать. Но вот это уже клевета. Какую контрольную закупку? Он знает определение, что это такое? Здесь уже к клевете идет. А что вы здесь делаете? Купили просроченный товар, вызвали Ну. полицейских, чтобы написать заявление. Ну, Все. пишите. Устно? Пишите. Устно хочу подать. Подавайте, дайте вам Давайте бланк. чистый лист. Так выберите. Я хочу подать устное заявление. Хорошо, подавайте, я вам сейчас дам чистый лист. Устное заявление, чистый лист. Не вяжется как-то. Чистый лист и пишите. Устное заявление, понимаете? Устное. В соответствии с 141 статьей УПК гражданин может подать как устное, так и письменное заявление. Неужели не стыдно, когда тебе даже называют номер статьи? Когда уже настолько открыто говорят, согласно чему ты должен выполнить свои служебные обязанности, и ты дальше продолжаешь всираться. Господи, какой же это стыд и позор просто. Это... Нет. Пожалуйста, я с вас могу... Полицейский, зачем вы цирк устраиваете? Я прошу устное заявление Вы принять. слышите, что я говорю? Извините, можно сказать, товар не просроченный. Я не понимаю, откуда опять звук. А! Хочу стать популярной. Есть срок Да, это мы разберемся. Вы понимаете, сейчас немножечко норов уйдет молодого человека. Разберемся. Прошу вас принять устное заявление. Пожалуйста, двое понятых. Вот Двое понятых на что? написание заявления отказался. Я понимаю, Товарищ, что Так это ж сейчас будет клевета. Они понимают, подо что он подписывает этих понятых? Он же понимает это? Пригласите во дворе двух понятых. Позвони в отдел полиции, меня трубку не берут. Я не собираюсь с вами здесь цирк устраивать. И законодательство знаю от и до. Вы не будете принимать Вот и да. Чье законодательство? Зимбабве? Папуа Новой Гвинеи? Не знаю, чье, но явно не в стране, где вот это вот написано слово. заявление? Скажите. Вы отказываетесь писать заявление? Хочу устно подать. Значит, двух понятых, пожалуйста, пройдите, уважаемые. Да, ребят, вот такие вот к нам при... А, ну это люди, которые заинтересованы, они здесь были, они знакомы. Так он же был здесь. Руководство. Слушайте, не работники магазина, они уже не заинтересованы лица. Пожалуйста, фамилия, имя, отчество ваше. Вот молодой человек Как быстро нашлись, как забавно. Так. требует написать заявление, но опять же отказывается. Хочу подать устное заявление, говорю. Ой, не кричите, пожалуйста. Фамилию, имя, отчество, скажите. Лабуняк Александр Дмитриевич. Как? Лабуняк Александр Дмитриевич. Что, не берут, все? Полиции в отделе перестали отвечать на звонки. Потрясающе. Все, решили не брать. Так, численный месяц выхождения. 8 ноября 1966 года. Меня зовут Андрей Викторович Цепилов, старший участковый, ответственный отдел Федор полиции. Вот непосредственно Волков Артем Александрович, он отказывается написать собственноручное заявление. При вас говорю, что Хотя хочу подать имеет заявление грамотность, устно. образован. А, ну все, да, меня не Вы слушают. уже говорили, что вы не вскрывали упаковки. Так он в говно. Я не Я говорю вам не такого. верю. Все, устное заявление полицейский не хочет принимать. Какие упаковки? Причем здесь вообще есть упаковки? Ты понятым идешь, ты понимаешь, куда ты лезешь? Правильно? Почему Ты правильно? лезешь вообще Уже вы отказываетесь. Я хочу подать, я при вас говорю, я хочу подать устное заявление. Тёма, это все. Это всё. От написания заявления. Согласен. Подожди, брось. А ты Я не вам бросил не верю, уже? молодой человек. Запроги. Я при вас говорю, что я хочу подать заявление. Это вы сейчас изменили показания. Так, Ай, молодец! Ох, бля. Неграмотность просто, она не то что неграмотность, она вообще забейте, ладно. а, по-моему, молодой человек себя ведет агрессивно, да? Какой ты... Ой. Ты
Вообще, вы понимаете, что это такое? Представляешь, насколько ты себя позоришь? Знай, ты как человек говно. Вообще ужасное говно. Просто конченый мракобес. Это вот, я знаю, что ты рано или поздно это посмотришь. Я тебе и в суде также скажу. Вообще с превеликой радостью, что ты просто редкостный мракобес. Человек непорядочный. Это я поясняю свои слова, высказывания. То, что ты непорядочный человек, который нарушает закон нашей страны. Я соболезную тебе и тем людям, кто с тобой служит. Все-таки кто служит. Нет. Нет, да? Нет. Доброжелательно. Средний, нейтральный. И Да? прикинь, не получилось склонить подпиваса к тому, что типа это... Ну а что, он себя агрессивно ведет? А у этого мозг работает. Все равно где-то какие-то здравые черты остались. Он говорит, нет, не агрессивно себя ведет. Он понимает, что за это дело, как бы это... Средний. Среднее. Вы поняли, что он хотел сделать? Мое предположение, что он хотел собрать такие же липовые объяснения и потом привлечь меня по 20.1 Да-да-да. мелкое хулиганство. А на секундочку, это арестная статья, и по этой статье он бы имел право действительно меня задержать. Значит, смотрите, ваши данные, место проживания. Здесь написано, что оба Артем Алексеевич отказался. Ну все, отдел полиции не берет. Все просрочено. Ты посмотри, у тебя повылазило или что? Сейчас 7 месяц. Говорит, что товар просрочен. Непонятно почему. Годен до 9.06.23. Да не, это нормальный товар. Чего вы говорите? Месяц. Годен до 27.06.23. 2 Сейчас недели. же нормальное число-то. 12.12.22, 14.06.23. Месяц. Ну, немножечко, на месяцок просрочено, подумаешь. Срок годности до 5.05.23. 2 месяца. Пиво. Годно до 20.06.23. 2 недели. Годно до 2.07.23. О, печеньки вскрыл. 6 Вот дней негодяи, немного. наверное, свежие. Годные до 8.07.23. А То сегодня есть 8. уже просрочка. Годно до 23. Напоминаю, день в день, когда день, в который вы покупаете товар, если он совпадает с днем, то есть вы поняли, 8 число, он товар до 8, это до. Еще раз говорю по закону. Если кому-то принципиально, до 8 это значит то, что до 7 включительно. В 12 часов начинается 8 число, в 12 часов ночи, да, в 00. И, соответственно, этот товар считается просроченным. Если что. 6.23. Не, нормальный товар, подумаешь. Товар не просроченный, есть срок Да, годности. Все просрочено. Ты посмотри, у тебя повылазило или что? Я говорю, я хочу подать заявление. Устное. Вот вы сейчас Какой-то цирк уродов, честное слово. расписываетесь за это. Еще раз говорю, сейчас будет в другом месте. Граждане, которые имеют на это право. Слушай, а ты случайно... Это все просрочено. Покажи. Вот. Ну я без очков не вижу. До 23.06. Нахер ты тогда спрашиваешь, покажите. Сейчас 7 месяц. Это все просрочено. Вы их будете кушать? Да, пожалуй, да. Но я не хочу просроченный товар кушать. Положите их обратно и не кушайте. Так это все Ладно, то это в корне меняет дело, я понял. просрочено. Ну, Ну, вы говорили просто, что это хороший товар, это просроченный товар весь. В магазине в данном просрочку торгуют. Все, пошла перезагрузка. И слюна капает. итог. Ой, только нужно Итог ты должен... Я тебя поздравляю. убирать эту просрочку из магазина. Вы как Пришли, купили товар, обнаружили, не что... так, не так. Вы не покупали его даже. Я купил, у меня чек есть. Он купил товар? Один товар купил. Ну, один товар купил. Попортил, он не купил. Вас не смущает, что это просроченный товар, испорченный? Вот это тоже просрочка? Все просрочено. Ну, просто не надо было открывать его. Ну, Не надо было открывать, вы торгуете. Тем станции или как? он врет, получается. тем временем второй тоже уже пишет бумагу, подписывается под эту. Обычный покупатель. Второй уже тоже чирикает. Молодец. Как быстро бумажки штампуются? Объяснение до конца будете давать или нет? До конца мы еще не начали. Как не иначе? Я вот здесь Ну, только шапка. Я заявление хочу подать сначала. Я же говорю. Объясните, на основании чего я буду давать. Уважаемый, я еще раз говорю, я не тот сотрудник, с которым цирк здесь надо устраивать. Какой цирк? Я просто хочу подать заявление. А вы тот сотрудник, которого надо гнать в шею из правоохранительных органов, к чертовой матери. Гнать с позором, без всяких надбавок и всего остального. Нахер из органов.
тогда, может быть, что-то начнет меняться в лучшую сторону. Потому что подобные сотрудники, имея большие звездочки, учат правильной работе более младших сотрудников. Работе. Подать заявление, да? Да. Дай бог здоровья идейным ребятам, кто остаются и именно служат. А такие есть. И вот давеча вот вызывал участкового, он пришел идеально. Да, это город Зеленоград, я согласен, что это уже там не там Подмосковье, это считается Москвой, но он пришел, он представился со входу. Разрешите войти? Между прочим, разрешите войти? Я говорю, да, пожалуйста. Я говорю, может, стульчик там что-то принести? Нет, спасибо. Папочка, все на весу, все заполнил. Соседи буянили. Да, сначала сверлили, а потом там, я не знаю, что там происходило, там какая-то, видать, да, это самое было. Все заполнил. Головной убор. Чистенький, опрятненький, значочек, все. Молодцы. Хотели бы, здравствуйте, вызвать сотрудников... О! Артемка! Алло? Здравствуйте, Алексей. Артем, здравствуйте. Я прошу прощения покорнейше за поздний звонок. Собственно, преклоняю, так скажем, колено. Я маленько тут потерялся, но не суть. Я на прямом эфире в потоке. То есть, скажите, пожалуйста, у нас встал вопрос. Можно? Да. Вот этот майор, который прекрасный, он еще несет работу именно, да, вот в рядах, или уже настиг его? К сожалению, я не знаю, этот полицейский служит еще или нет. Угу. У меня такой достоверной информации нет. Угу. Ну, ладно, нам подскажут. Оттуда. Все. Хорошо, спасибо вам большое. Вот, и скоро мы с вами увидимся. Не скажу для чего. До встречи, Алексей. До встречи. Чай До попить, встречи. наверное. Ну, абсолютно верно, да. Да, именно так. Все, обнял. Всем привет. Всем привет. Если что, извини, Тёмка, нажал кнопочку раньше времени. Всем привет от Артемушки, да. Я думаю, надо, узнать. Очень интересно, потому что он задевает мои чувства законопослушного гражданина. Мне кажется, мне нужно написать тоже на него бумагу. Мне очень плохо. В полиции, в магазин «Смайл», город Мытищи. Сейчас подам, да. Так, вторую сторону. Что у вас случилось в магазине «Смайл»? Полицейский отказывается принимать заявление. Так. Подождите, что у вас случилось в магазине? Нет. Он нервничать начал, он на 112 набрал, а там уже разговоры пишутся, да, я так понимаю? Там уже, да. Цирк закончен? Хочу подать, говорю, заявление, объяснение. Ну, я вам давал бланк. Я еще раз, у нас времени нет. Мы едем. Вы будете? Давайте объяснение. Да, хочу подать. Объяснение будет? Да, буду. Давайте. Сейчас, секунду, 112 разговариваю, не могу разговориться. Я сейчас уеду. Я сейчас... Ты понял, он занервничал, он знает, что 112 это до добра не доведет. Да, в 112 там все звоночки-то они фиксируются, и там... Ой-ой-ой, Винни, пятачок. У нас много вызовов, понимаете? Алло, да. Что у вас случилось? Объяснение будете дальше? Просроченный товар приобрели, да. Продали просроченный товар? Да, приехал полицейский, не хочет принимать заявление. Цирк, еще раз говорю, прекратите устраивать. Здесь видеонаблюдение есть, и при понятых уже все написали. Есть какие-то ко мне претензии? Заявление прошу принять. Вы разговариваете по 112. Я буду ждать, вы полдня будете разговаривать. Я сейчас уезжаю. Все, ладно, давай. Это вообще какой-то кошмар. Ладно, так. Я вам говорю, прошу принять заявление, давайте. Я у вас прошу устное Смотри на него, губы. заявление принять и объяснение. Отодвиньте стол, пожалуйста. Сотрудник полиции, я прошу вас принять заявление. Объяснение отказался, заявление давать. Вы, вторая сторона... Магазин закрывается, да? выходите. Всё. Я не буду никого трогать, выходите. Ты попробуй тронь кого-нибудь. У тебя там были попытки. Надеюсь, попадет в кадр. Вот так вот. Мы вызываем еще раз полицию. Давай-ка, говорит, выходи отсюда. Я говорю, давай. Просто один повод. Просто малейший, самый мизерный, вот просто дай за что зацепиться. Просто самый маленький, да. Там сразу... Поехали. Мы вызываем еще раз. Закрывать. О, мне перезванивают.
Алло, да. Со 112 перезвонили. Он закрылся. Не знаю. Да, здравствуйте, полицейский убежал. Отказался принять заявление и убежал. Сейчас у нас товар, видите? Я еще Заткнись. раз говорю, магазин закрылся. У нас Некому товар. вас Заткнись, второй раз тебе говорю. отпустить даже. Вот на секунду опустите телефон. Город Мытищи. Сердце. Тенистый. А, сердце. Сердце прихватило. Бульвар Тенистый, дом 16. Что-то мне это напоминает. Да, сегодняшний день мне это напоминает. Да. Ай, не буду, ладно, говорить. Мы сейчас выйдем. Выйдите за кроме домой. Сейчас, На сейчас, серьезе, поговорим. это уже не Без проблем. игра. Артем Алексеевич, да. Вы что, там купили вот эту вещь? Возьмите. Ну-то Басту сразу вспомнил. Моя игра, моя игра. Да. Это не игра. Что, у вас есть? Выйдите, там вызывайте. Да. Надо, кстати, к Басте сходить, еще ребрышек похавать. В тот раз были, мне очень понравилось. Там мне очень нравится. Вкусненько. Мне продали, приехал полицейский, но отказался принимать заявление и убежал. Соедините, они трубку больше от нас не берут. Нет, сейчас возврат сначала надо будет сделать. Возврат чего? Закупленный товар. Сколько он стоил? Чек? Я не помню. Сейчас. Не купи. 180 рублей. Не-не. Здравствуйте. Приезжал сотрудник полиции в магазин Смайл и убежал, отказался принимать заявление. Походу, они принесли с собой. Не знаю. Ты что, добил? Тебе только что чек показывают. Он агрессивно себя вел. Я просил в дежурную часть, звонил, просил вызвать Что только не сделаешь за бутылку водки. Я этого не говорю, у меня сердце. ответственного. Он отказался принимать и уехал просто. И отдел полиции трубку не берет. Просто полицейский убежал. Я понятно, что заявление могу подать и через интернет, но сам факт, что полицейский убегает, я хочу ему подать заявление. Скажите, подъедет кто-то или нет? Бульвар Тенистый, дом 13. Тенистый бульвар. Бульвар тенистый. Ну что, полицейские убежали, с этим что будете делать? Выкинете? Давайте при нас скроете и все, чтобы вы не выставили его на полке вновь. Наша основная цель из-за этого. Вот, пожалуйста. Мне сейчас не дает. Колбаса, то, что вы молодого человека спрашивали, она развакуум, нарушена вакуумная упаковка. Все, это мы уберем. У вас, скажите, сейчас к нам претензии есть или нет? Дайте мне сыр. У вас претензии ко мне сейчас есть? Сыр, дайте. У вас претензии ко мне сейчас есть? Сыр, дайте сюда. Вы можете сказать, у вас претензии есть ко Я мне? вообще здесь никто. Здесь вот хозяйка, это у нее спрашивайте. У меня Значит, будем ждать хозяйку. кому претензий нет. Что делаем, возврат? Или в отдел полиции поедем? Сразу нельзя было так сделать. Ладно, давайте не будем делать возврат. Пойдем. Он с ним сфоткается. Плюс 1 800 000. Суетологами сфоткать. С суетологами. Давай. Да хуя вас. Ну-ка, говорит, опусти-ка камеру. Вот такой вот беспредел происходит. ЖК Императорские Мытищи, вы видели, как ведут себя. На меня даже полиция не... Странно, что он еще что-нибудь не пукнул, потому что обычно псарня, она начинает лаять, когда куча группы поддержки стоит. Очень странно. Поворачивается язык их назвать. Но это просто полный беспредел. Зачем? Ну, тут как бы... Ну, на этом... Как бы, ну что... Чем себя так называешь? Не надо всем этом говорить. Ну что, друзья, ну, в принципе, местный контингент, все понятно, ладно. Пьяные, суббота, вечер. Ну, а как иначе, да? Субботу уж трезвым нельзя провести. А что же вы тут делаете? А в смысле все пьяные? Нет. И что? А я не про вас говорю. Про некоторых. Да, про пьяных как раз вот вы правильно все говорите. Мы сейчас пообсуждали, пошушукались. Да, можно было выбрать простой вариант. Я еще раз говорю, я в такие моменты жалею только об одном, что сейчас везде стоят камеры. Появились телефоны с камерами, везде камеры стоят. Я думаю, что звук в ночи бы этот потушили очень быстро, да. Вариант. Поехать в отдел полиции, просто написать заявление. Можно было вообще через интернет, по сути, подать заявление. Все равно поведение данного носителя погон увидят все. Но мы сделаем лучше. Мы приедем сюда еще раз. Если вы видите, что это видео не заканчивается... Что говоришь?
Меня от таких ментов аж трясет. Вообще, кто это? Чё, Что это? Что это за носитель погон? Додуматься понятых каких-то взять. Это Скорее всего. такой цирк, такой позор. И отдел полиции в результате трубку не берет, ты понимаешь? И в результате Не со всех номеров. отдел полиции со всех номеров перестал брать трубку. Слушай, и заметь еще такой момент, что директор нас сейчас, ну, мужчина, да, выгонял из магазина, потому что его жене, кстати, эта жена является владельцем данного магазина по документам. Ну. Вот ей стало плохо, да, и он сейчас просто закрылся в магазине и остается там же. То есть он сейчас никуда не ушел, ничего, вот как бы просто выгнал нас и все. Знаешь, вот зрителю сказать, что такой вот хитрый ход у руководства магазина сделать, что всем плохо стало. Сделать нас виноватыми. Но Стратегия такая, да? Да, да. Смотри, Не спешит. Вышел, вообще никуда Я думаю, Тём, ты бы уже летел, мне кажется. Только пятки бы сверкали. А что же вы не спешите-то? Ты есть будешь? Нет. Вы же спешили. Давай я заберу. Если у меня бы девушке было плохо, у меня пятки сверкали, я бы бежал. Короче, ты очкуешь? Есть. Бывает. Я это есть не буду, конечно же. Это просрочка. Конечно. Зачем я ее буду есть? Очкуешь? Да. Ты реально... Ты сейчас серьезно? То есть тебе 50, наверное, лет с лишним? Либо ты просто пьянь, которая рано постарела рожей. Ты реально на слабо берешь сожрать просрочку? То есть просрочку не жрал ни мужик? Или как теперь это? Новая какая-то тема? Просрочку я очкую. Тебе я ее не отдам, потому что мне она еще нужна для заявления. Да, просрочку если не захавал, значит вот этот самый. А ты ешь, и значит нормально, да? Кушай просрочку и нагибайся почаще. Все, погнали. Все, фоткаться. Давайте, ребят, конечно. Пацанва, все, кто к нам подходили, все, кто есть. Я честно говорю, я просто приехал, я был вообще не осведомлен, что там в этом магазине происходило. Я не знаю почему, я не знаю, как это мимо могло пройти. Я клянусь, если бы я жил где-то в этом районе, я бы этот магазин, я бы его душу выдрочил просто. До тех пор, пока они не уберут просрочку с прилавков. Потому что я давно таких не видел. Это просто, это лучшее, что может быть. Вот all-in. Продолжение с возвращением в этот магазин вместе с Лешей Хардплеем выйдет на YouTube через несколько недель. Но на Бусти и на Patreon продолжение... Вот он, мой хороший. В ночи появился. Вот он, мой дорогой. Пожалуйста. Выйдет уже на следующей неделе. Поэтому, если вы не хотите ждать, оформляйте подписку на Бусти. Нагнетает. Если вы пользуетесь картой российского банка. Либо на Patreon, если пользуетесь картой зарубежного банка. Помимо раннего доступа к этому видео, вы получите доступ к другому эксклюзивному контенту, видео без цензуры, правовой базе со всеми статьями и законами, которыми я пользуюсь, к секретному чату для спонсоров и многому-многому другому. Также на этих платформах уже лежит новое эксклюзивное видео только для подписчиков данных платформ. Ссылки на Boosty и на Patreon находятся в описании под этим видео. И да, друзья, внимательно ознакомьтесь. Я хочу сказать одно. Друзья, давайте мы Артема попросим просто по-человечески. Давайте вот 20 тысяч лайков сходу просто с пыра наберем. И он выложит раньше. Я, по крайней мере, попрошу для работяг. Чисто личная будет просьба. Я не уверен, что он согласится, но Тёмушка нормальный, я думаю, он согласится, да. Ну, как говорится, выбор за вами. Напоминаю, да, 20-очку завезете. Я там это подсуечу, короче, суету наведу. Всех обнял, поцеловал. Все, давайте, не грусти. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.